Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. В одном из моих видео вот эта туфелька вызвала очень большой интерес у подписчиков и просили показать, как я ее шила. Вот сегодня я решила это сделать, так что приглашаю вас посмотреть и сшить вместе со мной. Девочки, вот я эту выкройку, которую я с работы забрала сегодня. Вот кто хочет готовой воспользоваться, можете взять. Хотя я по ней еще не шила. Ту туфельку, которую я шила, я не знаю, куда эту выкройку дела. Вот. Это у меня как бы заново. Но я думаю, нормальный размер. Должно быть все хорошо. Вот, кто хочет, может взять вот это. Одна клеточка, ну, одна сторона клеточки 1 сантиметр. Можете вот воспользоваться этим масштабом. Так. Сейчас кому, может быть, какой-то другой размер нужен будет, я покажу, как я строила эту выкройку. Так, сейчас я присяду. Смотрите, берете листочек, вот, сворачиваете пополам. Я показываю, как я делала. Кто, может быть, кто-то там по-своему сделает. Ну, я для тех, кто не может сам, ему нужна небольшая помощь. Вот. Нарисовала, например, я вот произвольно, да, вот следок. Вот. Нарисовала. Ой, извините, задела. У меня тут телефон на зарядке. Чуть-чуть я вас скачнула. Так, вырезаем. Вот у нас, видите, симметричная ровная стелечка получилась. Теперь, например, боковушку. Какой мы хотим высоты косметичку? Ну вот 5 сантиметров, там 6 даже можно, да? Давайте 6 сделаем. Так как раз по краю. Вот, отчертила я полосочку. Сейчас я отрежу. Так. Теперь смотрите, что я буду делать. Так, я сначала перенесу сейчас линии на другой кусочек листочка. Сейчас вот так вот. И обведу. Ой, что-то. Так, обведу стелечку. Так. Эту линию тоже здесь прочерчу. Вот, и где мы будем носик отделять? Вот в этом месте. Вот кому как хочется. Ну вот оставляйте место, да, где, как вы считаете, сколько вам для замка хватит. Остальное отделяем. Тоже произвольно. Вы видите, я не меряю, сколько там сантиметров, вообще не меряю. Так, немножко подлиннее с боков сделаю сейчас. Вот. Теперь вот у нас полосочка, которую мы для боковушки вырезали. 6 сантиметров у меня она. Ну, я думаю, достаточно. Вот высота, да, самой косметички. Что там нам положить? Помаду, тушь и карандашик для глаз. Вот. Теперь мы прикладываем ее вот, начиная отсюда, от этой линии. И нам нужно определить вот эту вот длину, нужно отложить вот на этой линии. Я даже вот без линейки, без всяких замеров, я вот так вот, где уже начинает в сторону отходить, да, я вот отметила здесь место
соединение. Чуть-чуть повернула, еще до следующего отметила, чуть-чуть повернула, еще отметила, чуть-чуть повернула, еще отметила, еще отметила. И вот так вот поэтапно, ой, вот поэтапно я нахожу эту точку. Нашла точку, отчертила линию и отрезала лишнее. Это не нужно. Вот она боковушечка. Вот как раз вот то, что вот эта линия, да, она у нас вот сюда отметилась. Теперь нам нужно определить, какой ширины у нас будет верхняя часть. Ну, она же не такой вот будет ширины, как стелька, правильно? Она же у нас должна как-то приподнятая быть. Значит, она будет шире. Насколько шире? Мы будем ориентироваться вот по этой детали. Мы прикладываем к середине эту детальку, боковушку, и смотрим, где у нас заканчивается. Ставим точку. С этой стороны то же самое. Где заканчивается, ставим точку. Значит, вот такой ширины у нас будет верхняя деталь. Вот так вот на глазочек соединяем плавной линией. Но может быть у кого-то есть лекало, можно воспользоваться. Я это делаю вот так. Вот. Теперь вот эта сторона, она у нас не должна быть прямой, потому что когда у нас это все вот так вот будет подниматься, то эта линия, она будет уходить как бы вперед. Нам нужно ее подредактировать, чтобы у нас все ровненько было уже в приподнятом состоянии. Для этого мы берем и вот здесь где-то, ну, девочки, миллиметров, наверное, 5, но может быть чуть побольше, там 6. Приподнимаем вот эту точку, приподнимаем вот сюда. И вот здесь в середине, насколько мы тут приподняли, на такое же расстояние мы вот сюда опускаем вот эту точку. И теперь вот эти 3 точки мы тоже плавной линией соединим. Вот так. Даже вот смотрите, видите, у нас почти вот через эти точки проходит, да? Получается 4 точки. Вот, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, мы все делаем правильно, раз у нас такие совпадения, да, математические. Все, вырезаем. Сейчас вырежем, все, посмотрим, как у нас получилось, проверим. Так, не отсюда. Вот наша стелечка. Даже я вот так, давайте переверну, чтобы чистенькая была. Вот у нас будет передняя часть, носик. Вот. И также у нас будет боковушечка. Так. Ну, вот так вот я делала выкройку. Я думаю, понятно объяснила. Ну, простите меня, конечно, не могу более грамотно все это рассказывать, потому что, ну, нет у меня соответствующего, да, образования.
Никто меня не обучал этому. А то в прошлый раз накинулись на меня на этом видео-то сумка из тюля. Я что-то разволновалась, и вот эту накидушку, что она женского рода, и тут же накидушка из старого тюля, да, я все это, у меня от волнения в голове перемешалось. Я сказала это все в женском роде, из старой тюли. Ой, там что началось, господи, и спасибо за грамотную речь. И ой, что там только не писали. Я сначала что-то там оправдывалась, потом уже плюнула. И писали, и писали. Думаю, лучше бы вы свой потенциал направили бы на комментарии вон к Моргенштейну, да, или там к Собчак, или к Лолите, которые матерятся на экране и на концертах, и на своих каналах, и на чужих каналах, и везде, и пошлятину всякую льют. Вот. Лучше бы там бы замечания делали. Ну ладно, ничего, я не сахарная, не растаю. Так что, девочки, вот. Все, будем кроить теперь из ткани. И будем смотреть, что у нас получится или нет. Я думаю, все получится. Так, девочки, я для туфельки беру мебельные ткани. Вот образцы мебельных тканей. Мне нравятся. Они плотненькие, форму хорошо держат и очень красивые расцветки. Вот у кого есть, можете тоже. Ну, она у меня там и была в видео, как бы, да, как пример того, что и делать можно из мебельной ткани. Вот у меня вот такие вот есть расцветочки. Вот, вот такая вот есть еще яркая. Тоже можно. Видите, какие красивенькие. Так что любое берем, краим. Сейчас я выберу какую-нибудь из них и будем вырезать. Девочки, я выбрала вот эту ткань. Так, сейчас нужно разложить, посмотреть, как поместится, не поместится. Так, ну и две детали здесь. Я думаю, все замечательно поместится. Так, это и такая же сюда. Вроде бы все. Молнию нам надо будет еще, да? Молнию, ну и там для украшения. Так, а вот эту часть надо будет чем-то продублировать. А может быть, вот эту я еще возьму полосатенькую внутрь. Вот. Выкрою одну такую. Все, будем кроить. Так, ну где-то вот такие вот припуски, я думаю, будет достаточно. Но с одной стороны на каждой детали, где будем пришивать молнию, давайте сделаем побольше, где-то сантиметр отмеряем. Где-то вот так, да? Здесь вот так достаточно. А здесь побольше. Вот так. Чуть-чуть. Да? И с этой стороны также. Так, побольше. Здесь поменьше. Это. Ну, наверное, тут у меня не 5 миллиметров, до сантиметр получается. Но я когда буду вырезать, я все-таки сделаю поменьше. Не надо так много, а то эти швы потом будут мешаться. Просто не совсем мне сейчас удобно, потому что я, чтобы видеть, что я делаю, я стою за столом.
и смотрю в телефон. Немножко неудобно мне координировать свои движения. Так, и еще вот из этой вот ткани тоже вырежу. Все, вырезаю. Вот, девочки, я вырезала. Вот эти две детали я донышко сейчас возьму и прострочу вот так вот ромбиками. Соединю. Ну, не стала я ромбиками. Вот так полосочками прострочила. Хочу просто побыстрее, а то время уже, видите. Так. Теперь сейчас я молнию найду. Теперь с молнией будем работать. Вот, нашла вот такой вот огрызочек от куртки. Но зато подходит по цвету. Видите как? Возьму его. Сначала я вот взяла еще два маленьких кусочка вот таких вот. И эти кусочки я вот сюда вот так пришью сейчас. Вот здесь проложу строчку и потом вот так вот отверну. В общем, вот так вот пока пристрачиваю сразу одним разом две штучки. Вот, пристрочила. И вот так вот отогну, заглажу. И потом буду пришивать. Буду проглаживать. Так, теперь берем одну детальку, боковушку. Вот таким образом прикладываем, прострачиваем. Край я потом обработаю зигзагом. И также вторую сторону буду. Пока вот так пристрачиваем. Вот видите? Вот так я пристрочила. Обработала зигзагом. И отгладила. Теперь точно так же эту сторону делаем. Прикладываем. Прокладываем строчку. Обрабатываем и отглаживаем. Вот что у меня получилось. Такая вот деталь. Так. Теперь нам надо вот здесь соединить. Находим серединку. Вот она. И вот здесь прокладываем строчку. Я буду прокладывать от середины сначала в одну сторону и потом от середины в другую сторону, чтобы ровненько получилось. И потом вот так вот все это отогну и тоже отглажу. Так, девочки, вот я пристрочила вот эту деталь. Я что думаю, наверное, ну вообще, конечно, в идеале вот эту вот косметичку нужно бы продублировать, чтобы она двойная была с подкладом. Она тогда более так лучше будет форму держать и смотреться. Ну, я уже как бы не выкраивала. Но давайте хотя бы я вот сюда сейчас вырежу еще вот такую детальку. И тоже сделаю ее двойную. Пришью вот с этой стороны. Как раз вот этот весь позор спрячется внутрь. И не надо будет ничего обрабатывать. Сейчас я вот из вот этой опять полосатенькой ткани вырежу вот эту вот детальку.
и продублирую. Так, вот видите, все у меня внутри, все шовчики. И так вот я еще продублировала детальку. Так, теперь что нам теперь делать? Что нам теперь делать? Уже сама не помню. Наверное, вот тут надо застрочить. Прокладываем вот здесь вот строчку прямую, вот так. Так, вот, девочки, я застрочила, обработала, и потом вот здесь, вот видите, с краю я пришила на одну сторону, как бы приложила и вот так вот сделала закрепочку. Вот видите, с этой стороны ничего не видно. И теперь вот этот уголок можно вывернуть. Вот такая получилась деталька. Вот она уже, видите, туфелька у нас вырисовывается. Сейчас мы ее будем пришивать. Для этого мы снова расстегнем, все это вывернем. Так, перевернем. Это же у нас внутри ткань. Вот так. Вот так. И по периметру все пристрочим, обработаем и потом вывернем через это отверстие и будем украшать. Вот, девочки, видите, я прошила, лишнее срезала и обработала частым зигзагом. Теперь эту туфельку сейчас попробую вывернуть. Да, ее, конечно, желательно полностью вот двойное делать, она тогда такая будет хорошая. Конечно, зря я поленилась, но я, честно сказать, уже не помню, как я ту делала, и посмотреть не могу, потому что она у меня подарена. Так. Вот он получился тапочек. Нам осталось его только украсить. Вот такая-то подушечка. Девочки, ну вот туфелька готова. Посмотрите, какая хорошенькая туфелька, косметичка. Вот этот вот бантик я сделала, знаете, из чего? Вот такая вот лента новогодняя. Брала на распродаже. Вот я из нее свернула бантик и большую стразину пришила. И все. А внутрь вставила ленточку, атласную кусочек. Вот. Ну, такая получилась туфелька-косметичка. Так, что у нас там время? Ну, час я провозилась, конечно. Вроде бы как все быстро-быстро. Вот. И внутри все, в принципе, прилично. Ну, боковушки, конечно, надо бы тоже двойные сделать. Она тогда будет более такая вот форма держать. Вот такая туфелька. Ну, украсить может каждый по своему вкусу уже. Ну, у меня на сегодня для вас все, девчонки. Еще у меня куча задумок есть. Если получится, завтра еще хочу видео снять. Хочу шляпку сделать. Жара сейчас пошла, прям очень хочется что-то на голову.
Красивую, интересную. Там я шляпку видела в интернете. Хочу попробовать сшить такой. Обязательно с вами поделюсь. И еще летняя челма. Тоже мне встретилась на просторах интернета. Очень простая моделька и необычная, интересная. Тоже хочу сшить и показать, поделиться с вами. Так что и сумку тоже хочу. Сумку. Ну, ладно, не буду раскрывать сейчас все секреты. Тоже мне там пришла необычная идея в голову. Хочется тоже показать и удивить всех. Так что много планов. Ну ладно, девчонки, всем пока. Шейте красивые туфельки, косметички на подарок можно. Смотрите, ну необычно же, да? Я думаю, каждая женщина будет рада такую косметичку в подарок получить. Можно здесь еще лямочку пришить, ну, как бы, да, чтобы держать или повесить можно было, как вот сумочку, как у барсетки. Вот, вот, пожалуйста, использование мебельных тканей. Ну все, девчонки, всем пока-пока.